Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, и это канал о рукоделии и вышивке крестом, а также о моей жизни. И я начинаю мой вышивальный влог. Приятного просмотра! А теперь мы вернемся на неделю назад и посмотрим, что же происходило на этой неделе. А на этой неделе происходило всего и много. И, естественно, в видео будет и вышивка, как всегда, будет продолжение моей истории. Немного природы, и я надеюсь, вам будет со мной интересно. Поэтому оставайтесь и приятного просмотра. Тайминг будет в инфобоксе под видео. Что-то мне не спится этой ночью. И я тут вычитала, что надо для розового варенья собирать лепестки до восхода солнца. Но я их нифига ж не вижу. Сейчас попробую включить. О, так, объект найден. Ну, маловато что-то этих роз здесь, но уже многие осыпаются. Но соберем то, что есть. Говорят, их можно в холодильнике хранить. Ну, этого, наверное, маловато будет. Вот еще есть. Опля. Ну что ж, это все. Поставлю в холодильник и завтра дособираю еще немножко. Итак, у меня 10 грамм получилось этих роз, из которых я вот сколько выбросила, и это не все. Короче говоря, я сейчас закрою в банку, чтобы туда не пропускал воздух. И, наверное, еще пару дней буду собирать розы. Посмотрим, что получится. И вот всего так получилось. Полбаночки. Так, показываю вам, как мне удалось повышивать после перерыва. Вот что значит отдохнул, хорошенько поработал. Субботу и воскресенье я не вышивала, потому как мы были в путешествии 2 дня. Мы уехали рано утром, в 6:30 у нас уже был автобус, и мы вернулись только в 8 вечера на следующий день, поэтому я не брала с собой ничего абсолютно вышивать, потому что мы ходили в первый день 17 километров, а во второй день 10 километров, и ясно и понятно, когда мы уже добирались до кровати, мы просто падали и спали. И все. И вот в понедельник я вот взяла эту птичку и с таким удовольствием ее повышивала. Вот здесь были у меня листочки только вышиты, я вставлю, что у меня было. И за вчерашний вечер, смотрите, как я рванула прямо, и я такая довольная и горда собой. И цветочек я вышила, и листики я вышила, и птичку я вышила. И на конве это так летит, просто песня поется, и все это логично и симфонично. Ну, короче говоря, очень-очень мне нравится вышивать эту скатерть. Давно я ее не брала. И если так, план максимум закончить этот угол. Ну, угол я вам покажу. Вот что угол значит. Здесь листочки, еще один цветочек. И
вот эти вот цветочки. Кстати, я недавно видела вживую эти цветы, они очень красивые. Ну, здесь они как-то не очень, мне кажется, красиво выглядят, а вживую они гораздо красивее. Так что, если у меня получится, здесь, собственно, вышивки крестиком, да, не особо много. Здесь, по большой части, вот здесь очень много бэкстича, фрузелков. И здесь у меня и бэкстичи, фрузелки. Очень много. Но, тем не менее, зато как красиво получается. И вот на этом я этапе. И если я закончу этот уголок в этот раз, то мне останется один угол, и все. И все, и готово, скатерть будет. Какая прелесть. Согласитесь, смотрите, какие красивые ровненькие крестики выходят на конве. Какие нежные цвета здесь. Серенькие, розовенькие, персиковый. Вот этот цветок очень красивый. Ну, конечно, может, можно было бы и оставить вот таких вообще без бэкстича. Оно было более пастельное такое какое-то. Ну, с бэкстичем, видите, как тоже очень красиво получается. Красивая скатерть. Так, совершенно случайно ее купила. Полностью набор здесь был. Самое странное было, что там продавались просто скатерти, заготовки, без ниток, без схем, без ничего. Они стоили 30 франков. И вот эта заготовка здесь, схема внутри и нитки, и тоже 30 франков. Так что я считаю, что мне очень сильно повезло. Вот такая дела. Поездки, смотрите, что я купила. Ну, не прелесть. Когда я говорила, что я одержима овцами, я не шутила. Ну, и посмотрите, какая милота, милота. Это на этот самый... На ключи вешать, но я повешу на какие-нибудь ножнички. Будет у меня как маячок. Не хочется мне на ключи в сумке таскать его туда-сюда, руками замацается, он из белого превратится в черный. Не хочу. Я на ножнички повешу. Правда, будет здорово. У меня еще один баранчик есть, тоже на ножнички, надо его повесить. Вот, на этом пока все. Посмотрим, что мне удастся на этой неделе повышивать. Я так думаю, Пасха. У нас-то Пасха уже давным-давно прошла, но у меня, как видите, пасхальные все атрибуты еще стоят, потому как я жду... как это, ортодоксальной Пасхи. Еще вчера я монтировала видео о нашей поездке в этот черный лес. Если кому интересно, смотрите, я надеюсь, я его уже выложила до этого видео. Оно такое достаточно длинное получилось, поэтому я сюда в этот влог уже не стала его вставлять, ну, потому что и оно как бы больше рассчитано на нашу группу, поэтому, может, вам там не интересно будет. Ну, как хотите, посмотрите, какая там природа красивая. Мы шли в футболках, а в лесу еще лежал снег. Ну, это классно, такой воздух теплый, но еще не растаял снег. Здорово, мне очень понравилось, красивая природа и замечательная компания. Доброе всем утром, поздравляю всех с праздником трудящихся 1 мая. У нас прекрасная погода, 20 градусов. У меня были планы Барбаросса на сегодняшний день. Я собиралась закрыть клубничное варенье. Мы собирались сделать барбекю. Купили мясо. Но у меня, болит горло, и мне ничего этого не хочется. А вот у меня здесь скоро расцветут ирисы. Такие красивые, как вот тот, который изобрел непонятно откуда. Как вот этот. И у меня, смотрите, как уже моя разрослась клумбочка вокруг дерева.
И я все время забываю, как называются эти цветы. Водолей, аквилегия. Ой, боже, у меня смешались куча кони-люди. Смотрите, какие они красивые. Здесь у меня парочка фрезий тоже залетных каких-то. Видимо, птицы разносят эти семена. Я не знаю, как это случилось. Вот смотрите, на газоне Анютин глазки. Ну, короче. Самое главное, красиво. Надо подстричь газон вокруг, потому что уже все заросло ромашками. Разговаривать не могу. Пойду попью кофе. И вот какая красота. Тра-та-та. Ну, смотрите, какая красивая. Ну, а вот и причина задержки этого видео. Я не могла записать этот кусочек моей истории, потому что у меня дико болело горло, и я просто не могла разговаривать. То я вам рассказывала, что ходили мы в одних футболках, а там лежал снег. Ну вот я, наверное, и доходилась. Но сейчас я вроде как могу говорить. Не знаю, насколько я хорошо звучу. Ну, не буду я затягивать больше это видео, потому что оно какое-то вообще бесконечное получается. Поэтому продолжаем разговор. Я закончила предыдущую часть на том, как меня пограничники не пропускали через границу. И вот я доказываю женщинам с погонами, что на самом деле на фотографии в паспорте это я. Но раньше у меня была челка, а теперь я не ношу челку. Дайте мне ножницы, я обрежу волосы, и вы поймете, что это я. Хотя, сказать по правде, на самом деле, мне не очень-то хотелось обрезать челку. Я ее год отращивала, но повидать Европу мне хотелось больше, и я была готова на все. Но женщина в погонах не сдавалась. Я начала потихоньку скатываться в истерику. Сначала я стала хихикать, представляя, как я буду стоять и стричь себе челку. Потом хихиканье перешло в смех и, соответственно, в слезы. Так вот, стою я, наматываю сопли на кулак и вижу, как мой несется, как поезд без тормозов или как разъяренный бык на Тореадора, пар из ноздрей, весь красный. Он не орал, не бил кулаком по столу, но весь его вид говорил, что он в ярости. Он даже не стал разговаривать с этой теткой, хотя она была, наверное, более-менее моего возраста, но жизнь, видимо, ее так потрепала, что она превратилась в тетку. Так вот, мой говорит, позови начальника. А та начала что-то лепетать, то типа я тут начальник. Но он так, как знаете, навис над этим окошком и прошипел, зови начальника. Ну, начальник уже и сам подгребал, видя, что тут какая-то накаленная атмосфера. И вот объясните мне, я что-то не могу понять. Мы, женщины, вроде бы должны быть солидарны, поддерживать и помогать друг другу. Но у меня в жизни очень часто случалось, что с мужчинами мне договориться было всегда гораздо проще. Как это объяснить? Я не знаю. Что с нами не так, бабы? Начальник был уставший мужик. Он взял мой паспорт, посмотрел в него, ляпнул печать, пожелал счастливого пути, и мы поехали. Уху! Сразу появилась скоростная трасса, и мы полетели. Никто тебя не останавливал на каждом углу, якобы проверить документы. К вечеру мы уже были в Будапеште. Это была шикарная гостиница. В огромном фойе стоял длинный черный мраморный стол, а на нем стояла огромная ваза с безумно красивой композицией из живых цветов. У меня просто дыхание перехватило, когда я это увидела. Ну, приготовьтесь, в течение всей поездки со мной это будет случаться неоднократно, и эта фраза будет повторяться очень часто.
В смысле, с перебоями дыхания. Номер наш был в 2 раза больше моей однокомнатной хрущевки. Опять же, с живыми цветами в вазах, с шампанским и фруктами на изящном столике, размещенном посреди 2 огромных диванов. А где кровать, удивилась я. Да-да, смейтесь, какая я была дикарка. Там была, естественно, еще одна комната, спальня. Я сейчас понимаю, как это все смешно, но тогда, после квартиры на Подоле, я такого вообще не ожидала. В общем, в Будапеште мы пробыли 3 дня, мы там гуляли по городу. Несмотря на март, была очень-очень приятная, комфортная температура, погодка была солнечная. Мы даже проехались на экскурсионном автобусе, сходили в термы, это тоже было классно, на термы на открытом воздухе, теплая вода. Ну, одним словом, я влюбилась по уши в Будапешт. Вкусная еда, приветливые люди. Было все здорово. Следующая остановка был горнолыжный курорт в Австрии. Место называется Фельсмус. Я на лыжах тогда еще не каталась. Я выросла в степи и горы-то видела впервые. Сначала мы ехали по скоростной трассе, потом мы поехали по обыкновенной дороге, которая проходила через небольшие поселки с очень красивыми альпийскими домиками. В какой-то момент пошел снег. Огромные хлопья снега медленно кружились в воздухе. Темнело. Мы остановились возле какого-то бара, сходить в туалет, выпить кофе. На парковке было совсем мало машин. И была огромная собака, сербернар, наверное, без хозяев поблизости. Может, она охраняла парковку. Она смотрела на падающий снег и ловила его пастью. Наша память такая какая-то штука странная. У меня такие в памяти запечатлелись моменты. Вот эти цветы в вазе. Я прям вижу перед собой этот стол с этой огромной вазой, с этими цветами. Это собака возле небольшого бара. Такая освещенная кругом желтого цвета, льющегося из фонаря, и эти медленно падающие хлопья снега, которые она ловит. Ну, вот просто я это вижу, как будто это было вчера. Итак, приехали мы в гостиницу уже очень поздно. Это была типичная гостиница для горнолыжного курорта. Но это я теперь знаю, а тогда для меня это было все в новинку. В комнате был камин, деревянные стены, кровати, как люлька, с перинами, с такими. Но все это я рассмотрела уже утром, когда я проснулась, и там еще обнаружилась терраса, с которой открывался просто сумасшедший восхитительный вид на заснеженные горы. И знаете что? Да, у меня перехватило дыхание от восторга. Я впервые увидела горы, да еще и в такой прекрасный солнечный день. Было уже видно лыжников, которые летели с сумасшедшей скоростью с горы. Я рвалась скорее посмотреть все вокруг. Но мы сначала пошли позавтракать. Завтрак был серьезный. Даже попробовать все не удалось бы. Буфет ломился просто от сыров, ветчины и всего вообще, что вы можете представить. Мы так плотненько позавтракали и пошли исследовать. Прокатились на санях, запряженных в пару нарядно украшенных лошадей в цветах. Там у них извозчик в национальном костюме. Побывали в многих сувенирных лавках, где продавались в основном часы с кукушкой разных размеров, начиная с магнитов и заканчивая огромными композициями со сценками жизни, вырезанными там из дерева. Потом выяснилось, что ходить в кожаных сапогах на каблуках здесь, не говоря о том, что неуместно, так еще и неудобно. Каблуки при каждом шаге проваливаются под снег, и моя была походка похожа на походку пьяного моряка. И, кроме того, мои сапоги мгновенно промокли от снега. В общем, мы купили мне сапоги, что-то типа валенок с галошами сверху, ну, такие современного вида, которые... Они там тоже продавались на каждом шагу, что меня не могло не радовать. Я понимала, что ни одна я такая приперлась не адекватно одета, скажем, обута.
Вечером он мне приготовил сюрприз и повел меня в ресторан со звездой Мишлен. Тогда мне это вообще ни о чем не говорило, но я сделала понимающий вид, подсокала языком, покачала головой. Он был удовлетворен моей реакцией, а я полезла в Google узнать, что же это такое. Поняв, что меня ждет изысканный ужин в престижном ресторане со знаменитым шеф-поваром, я принарядилась, чтобы соответствовать как-то. И это тоже для меня было в новинку. На красивых больших тарелках тебе приносят что-то очень маленькое, но красивое. И непонятно вообще оно из чего приготовленное. Вкусно, но мало. И под каждое блюдо соответствующее вино. К счастью, этих блюд было аж 8. Если бы их было меньше, я вряд ли бы наелась после целого дня, проведенного на морозе. И, конечно, финал был божественный десерт. В конце ужина в зал вышел шеф. Это была маленькая пожилая женщина миловидной внешности. Весь зал зааплодировал, что меня очень удивило. Потом она подходила к каждому столику и обменивалась с гостями парой слов. Подошла она и к нам. Мы выразили свое восхищение. Услышав мой дикий акцент, она поинтересовалась, откуда я. Выяснилось, что она бывала в Киеве. Она присела, и мы так приличненько поболтали с ней. Закончилось все дружественными объятиями, обменами телефонами. В общем, все получилось душевненько. В Фельдсмусе мы пробыли только один день. 2 ночи. Если там не катаешься на лыжах, то там, в принципе, вообще делать нечего. Маленькая горная деревушка, что мы за полдня все обошли. Все интересное посмотрели и поехали дальше. Следующая остановка была Венеция. Это просто глаз нельзя отвести. Это так красиво, что перехватывает дыхание. Рассказывать об этом городе можно бесконечно, и это займет много времени. Там тоже было все прекрасно. Я не верила своему счастью. Я не могу передать словами, как я себя чувствовала. Как говорят, вырастают крылья, тебе хочется петь, танцевать, обнимать незнакомых шеф-поваров и делиться со всем миром своим счастьем. Даже плохая погода не могла испортить настроение. Один раз мы вообще почти целый день провели в постели, заказали завтрак в номере, смотрели на струи дождя, стекающие по стеклам окна. Наверное, эта часть истории не будет настолько интересна, как предыдущие. Нет в этой части достаточно драмы. Поверьте мне, в моей жизни это было самое запоминающееся путешествие. Когда ты видишь впервые эти города, на тебя производит это неизгладимое впечатление. Ты испытываешь чувство эйфории. Мой сказал, что у меня снесло крышу. Может, он и прав. Потому что я иногда начинала плакать просто на ровном месте. Не от того, что мне было грустно, а от того, что я была счастлива. К сожалению, потом ты не испытываешь этих чувств. Я сейчас понимаю этих сумасшедших типа Тома Круза, которые делают самостоятельно безумные эти трюки. Они, наверное, хотят снова почувствовать это какое-то чувство, которое очень впечатление, выброс адреналина, испытать те чувства, что делали их счастливыми. Венецию заливало дождем, площадь Сан-Марко была под водой. Мы купили резиновые сапоги и гуляли под дождем. Некоторые улочки были настолько узкие, что по ним вообще невозможно было пройти с открытым зонтиком. Мы промокли насквозь, забежали в какое-то кафе, в какой-то подворотне, совсем не туристическое место. Там были разные столы и стулья. Там, я не знаю, такое чувство, что кто-то выбрасывал, а они это все стащили в одно место. Пособирали их где только возможно. И весь вид этой кофейни был, мягко сказать, потрепанный. Но там был такой восхитительный кофе и такая теплая атмосфера, что мы задержались там надолго. После кофе мы выпили аперитив. После аперитива подошло время ужина, и мы ни на минуту не пожалели, что остались там. Наелись до отвала. Мы как 2 колобка выкатились из кафе и потопали домой. Дождь закончился, и мы еще долго гуляли по ночной Венеции. А после Венеции был Милан. Вы еще не устали от моих восторженных ахов и вздохов? Милан как Милан. Что там рассказывать? Шучу, конечно.
Но получается какой-то гид по Европе. Ну, кстати, может кому-то и пригодится маршрут. Так вот, Милан – это дома, это галерея Виттория Эммануэли, улица Монте-Наполеоне, фреска да Винчи «Тайная вечеря». И вот, наконец-то, мы въезжаем в Швейцарию. Должна признать свое невежество. Я понятия не имела, что в Швейцарии говорят на итальянском языке тоже. Так как от Милана к его дому всего 40 минут, то уже к обеду мы были на месте. Мы въехали в ворота, и передо мной открылся огромный луг, на котором в форме буквы «П» стояла вилла 17 века в тосканском стиле. Об этом, как вы понимаете, я узнала позже. А навстречу нам, радостно махая хвостами, вылетели два огромных черных дога. Я слегка присела от неожиданности, и собак я как бы побаиваюсь, тем более размеров с лошадь как бы еще больше. Ну, они были очень доброжелательные и, видимо, поняли, что я с их хозяином, я друг, и не надо меня загрызать. Но это не самое страшное, что меня ждало в этом доме. В этом доме его ждали еще 4 женщины, 2 его дочери, бывшая жена. Они жили в этом же доме. И его подруга, которая приехала специально из Цюриха, потому что знала, что он возвращается из Украины. Их тоже ждал сюрприз, потому что они не ждали меня. Такой словесный каламбур. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, как говорится. Я понятия не имела, что они живут вместе. Понятно, в разных комнатах места-то достаточно, но тем не менее не мешало бы как бы знать и быть готовой к этому. А они понятия не имеют, что мы уже полгода прожили вместе в Киеве, и о моем существовании никто из них вообще не знает. И, так сказать, контрольный выстрел. Его подруга, с которой он был в отношениях до Киева, она по-прежнему считает, что они в отношениях. Более того, помните, на Рождество он ездил якобы домой на праздники. Так вот, они с ней были, как вы думаете, где? В Будапеште, о чем мне она и поведала. Одним словом, немая сцена. Финал: к нам едет ревизор, то есть к нам приехал папа. Ну вот пока на этом моменте мы и остановимся. А продолжение, как обычно, будет в следующем влоге. Напишите мне свои впечатления. Ну вот, хочу похвастаться вам. Я закончила черный цвет на платье у дамочки от Сюзик. Вот черный цвет я полностью на платье вышила. Что может как бы меня это очень сильно радует, потому что, как вы знаете, я вышиваю этот дизайн буквально по ниточке, под историю. Ниточка, где сколько там занимает, 15-20 минут. И смотрите, потихоньку так платье уже вышито. А как вы понимаете, здесь платье, видимо, основное. Здесь мне останется светлые вот эти штучки крестиком вышить. Башня — это вся бэкстич. Если я правильно понимаю, здесь капелька этих крестиков. Здесь на коробке крестики у меня остались, немножко ноги крестики остались. Волосы, вот я не знаю, по-моему, в волосах тоже там немного крестиков. Короче говоря, тут осталось всего ничего. Крестиковой части, я имею в виду. А потом дальше, если я все правильно поняла, там в основном идет long stitch, либо глад, либо вот что-то типа этого. Так что я думаю, дальше будет поинтереснее. Платье, красивое платье. Что я могу сказать? Меня смущало то, что светит это платье, светит этот черный цвет, а потом многие мне написали, это, видимо, для легкости, для того, чтобы платье не было слишком тяжелым, для того, чтобы, в одну ниточку, чтобы создать легкость этому, придать легкость этому сюжету. Одним словом, легкости бытия.
Я все-таки решила сделать клубнику, Бова она стече, и потом черти что, букубантик будет, и поэтому, несмотря на то, что херово, закручу сейчас варенье. Вы бы сказали, а что ты не купишь просто готовое варенье? Оно у нас продается и достаточно вкусное, но оно, знаете, как повидло, конфитюр его, ну, оно не все перемешанное. Нам нравится именно варенье кусочками такого. И я здесь, честно говоря, не встречала. Ну, не особо как-то искала. Ну, я варю, оно нам нравится, и поэтому это занимает там 10 минут, ну, не считая стерилизации банок. Такое сахар. Использую это джелификанты, как это, ну, желе такой, желейный сахар. И тут надо довести до кипения, минуту прокипятить, потом добавить оставшийся сахар, 4 минуты прокипятить, и готово разливать по банкам. Так что, ладно, пострадаю. Ну вот что у меня получилось из 1,5 килограмма клубники, и я положила килограмм сахара. Но этот джелификанты сахар, он не такой сладкий, потому что там же еще добавлено это, ну, которое желе делает. Ну и вот такой консистенции оно получится, видите. Вот там будут кусочки варенья. Вот. Все, на зиму готово. Я больше закрывать не буду, потому что мы двое, я практически не ем варенье, потому что, наверное, свою дозу варенья в студенческие годы съела, а мой муж очень любит, так что ему на зиму хватит вполне себе. Покажу вам, что я навышивала за вчерашний вечер. Я, как видите, дошила здесь цветочек. И вот эти вот все листочки. И практически у меня этот угол закончен. Осталось только бэкстич. Ну, бэкстич, честно говоря, мне не очень хочется делать. Даже очень как-то не хочется делать, я не знаю. Пожалуй, я отложу, чтобы потом она мне... Когда перебор, я потом долго не хочу делать, именно браться за этот дизайн. Поэтому я... пожалуй, отложу на некоторое время и возьму что-то другое. Пока не знаю, что. Вечером посмотрим. Точнее, вы завтра утром, а я сегодня вечером решу, что мне вышивать, потому что сейчас мне очень много всего надо делать. Хотя не хочется, потому что, как вы, наверное, слышите по моему голосу, что-то пошло не по плану. У меня горло что-то болит, насморк, непонятно вообще, фигня какая-то. Но неважно, это все. У меня гора глажки. Я никак не могу привыкнуть не гладить. Сейчас многие вообще не гладят. Но мне кажется, у меня все такие вещи, которые надо гладить. Ну и постельное я глажу. Постельное глажу по привычке, когда было bed and breakfast, постельное гладила сама, все, ну, стирала и гладила. А сейчас глажу свою, это, конечно, меньше. И у нас есть такая машина, знаете, как это крутится. Раньше стиральные машины были с вот такой штучкой, которая крутилась, ну, 2 ролика, и прокатывали, выжимала. А у меня такая машина для глажки сейчас есть. Ну и вот моя овечка, смотрите, как я ее приспособила на ножнички. Теперь у меня целая коллекция, аж 2. В моей коллекции 2 овечки, видите, какие красивые. Это вроде как поменьше, она вроде больше подходит. Но тем не менее мне это тоже очень сильно нравится. Милашка. Взрослая тетя в игрушки играется. Ну, вот такая овечья одержимость у меня какая-то. Овцы, повсюду овцы. Вот такое украшение. А вы только полюбуйтесь на эту красоту. Теперь мне точно на варенье хватит. Смотрите, сколько у меня розочек. С какими-то червяками внутри. Красота. После дождичка распустились.
Я насобирала 100 грамм лепестков, наконец-то, прикиньте, вот это 100 грамм лепестков роз. Я больше делать не буду, потому что здесь в этом варенье столько сахара, охренеть можно. На 100 грамм лепестков вам потребуется 300 грамм сахара. Одно, что там полно сахара, и второе, то, что я еще не знаю, что у меня получится. Надо сначала попробовать, а потом уже делать. И килограмм лепестков я бы собирала все лето. Ну, попробуем. Так, для начала надо вымыть эти лепестки роз. Запах восхитительно одурманительный. Просушить. Лепестки обсохли, и теперь в них надо всыпать 100 грамм сахара. И помять, чтобы из них вышло масло ароматическое. Теперь надо сварить сироп из 200 граммов воды и 200 граммов сахара. Надо довести до кипения, прикипятить 5 минут. Сироп прокипятился 5 минут. Я сюда добавляю 20 миллилитров лимонного сока и лепестки роз. Я себя в этот момент чувствую парфюмером из романа Коэльо. Не знаю, хорошая это ассоциация или плохая. Ну так. И теперь 15 минут надо проварить. Это все вместе. Вы знаете, если даже это будет невкусно, я буду просто открывать баночку и нюхать. Это так пахнет, я вам не могу просто передать. Ну, вот такой консистенции у меня получилось варенье. Сейчас я его разолью по банкам. Видите, за счет лимона не потерял свой цвет. Смотрите, такое красивое розовое прям варенье осталось. Но не густое совершенно. Может, оно еще загустеет слегка. Ну, как желатин не будет, понятное дело. Ну, вот что у меня получилось из 100 грамм роз. Даже 500 грамм не получилось. Грамм 400 получилось. Видите, я была такая оптимистка, приготовила еще одну баночку, но нет. На вкус я уже слопала ложку. На вкус очень вкусное, но опять же для тех, кто любит розовое варенье, потому что однажды я слышала, у нас было кафе-мороженое, и там кафе поливали розовым вареньем. Это первый и последний раз я такое видела, ну вот такое было. И одна женщина там жаловалась, что вы мне дали мороженое с какими-то тряпками, ну там лепестки розовые, она говорит, с какими-то тряпками. Так что вот так. Ну, я люблю, мне нравится, вкусно. Но слишком сладко. И я решила все-таки закончить своего котика, потому как я так переживала, что у меня не вместится голова, что мне надо было срочно дошить эту голову, чтобы увидеть, что она вмещается. Ну, как видите, голова вместилась, но осталось совсем мало воздуха вверху. И меня это, конечно, очень расстроило, но что делать? Я теперь даже не знаю, как его оформлять. Я-то думала, здесь, как это называется, паспорту не подходит сюда, я так думаю. Здесь надо, чтобы просто он вот так был. Ну, будет так, что ж поделаешь, наука на будущее, ну, Походу, меня жизнь не учит. Сколько раз я уже ошибалась с размерами. Я не знаю, почему так происходит. Как-то не получается. Посмотрите, какие шикарные у него усы. Ну, это просто усы один восторг. И посмотрите, какие шовчики вот здесь были на голове. Они чуть-чуть отличаются от тех швов, которые я до этого делала. Ну, в принципе, одно и то же везде. Очень мне понравилось. Мне остался здесь хвостик доделать. Я специально его не доделала, потому что я хочу по этому котику снять отдельное видео. Он на это заслуживает, потому что работа необычная. Я впервые в такой технике делала. Ну, это особо как-то
особый вид вышивки, на мой взгляд. И поэтому я решила этого котика все-таки сделать отдельное видео о законченной работе. Я знаю, что они не очень популярны, но тем не менее мне останется. Вот такой роскошный котик. Я уже в предыдущих видео показывала вам близко эти шовчики, фотографии этих шовчиков. Ну, давайте еще посмотрим, потому что действительно это великолепно и вызывает у меня, лично у меня вызывает это дикий восторг. Посмотрите, все просто, когда ты понимаешь, как это все делается. Я уже говорила вначале, я там тормозила, долго рассматривала, но потом они, в принципе, все эти швы повторяются, и ничего здесь такого страшного и особенного нету. Так что, как говорится, будь проще, и люди к тебе потянутся, и котики к тебе потянутся. Вот такая красота. А сегодня у нас была антиквариатная ярмарка, ну, блошинка по-простонародному говорится. И я вам ставлю немножко кадры, как мы там прогуливались. Хотела оставить оригинальный звук, но там играла музыка, и я боюсь, что YouTube не пропустит. Ну, в смысле, как не пропустит? Он-то пропустит, но не будет монетизировать. Вот здесь была выставка старых антикварных машин. Вот такой Rolls-Royce. Это я вообще даже не знаю, как это американская машина. Ну, тоже такая длинная, как корыто. Огромная, впечатляющая такая. Надо сказать, что эти старые машины, ну, они, видимо, класс такой высокий по сравнению с этим Фиатом Cinquecento. Вот это Volkswagen, а это Jaguar. Ой, вообще монстр. Он настолько шикарный. Ну и посмотрите, как внутри там все комфортабельно. Это сколько лет уже прошло, какой он, я не знаю, это года 60-е, наверное, этого Ягуара. Но там внутри все цивильно. Вот это я даже не знаю, TGM, я даже не знаю, что это за марка такая, тоже кабриолет, но он в этом случае закрыт, но тоже внутри такие сиденья шикарные. А вот эта машина, она похожа на вот эти чайки, которые правительственные машины были в советское время, этих государства возили. Мы на свадьбу такую брали. И Porsche шикарный тоже. Ну и вот здесь Харли Дэвидсон. Ну, почему-то в этот раз только один. Вообще-то король дорог называется. Шлем таким, ну, шикарный. И Веспа. И вот такая антикварная ярмарка у нас. Обычно продают такое себе. На тебе боже, что мы не гоже. Ну, иногда что-то попадается интересное. Сейчас пойдем посмотрим. Смотрите, какие длинные удочки. У меня никого не было знакомых, которые бы были рыбаками. Я даже не знала, что они такие длинные. Естественно, я не ушла с пустыми руками. Смотрите, какой ботиночек я шикарный купила. Ну, не прелесть ли? За 5 франков. Такую красоту отхватила. Ну, очень странная, потому что надо смотреть. Этих ботиночек было достаточно много у разных продавцов. У одного я перевернула, посмотрела, здесь цена стояла 140 с чем-то. Я такая думаю, да нифига себе, это что? Как моя подруга сказала, это ботиночек мадам Помпидур. Почему он такой дорогой? Иду дальше, смотрю, опять ботинок этот стоит. Ну, не этот, а такой же стоит. Я спрашиваю, сколько? Она 10, я говорю 5. Она говорит, хорошо. Ну все, сторговались. Но мне здесь очень нравится узор, роза такая. Такие какие-то ягодки, не ягодки, не знаю, что это такое, фиалочки. Очень красивая, очень аккуратная. Хочу сделать подушечку сюда вставить, и будет у меня игольничка такая. Люблю я такие штучки всякие разные. А так, в принципе, ничего такого я интересного не нашла, чтобы меня прямо мне захотелось купить прям сильно-сильно. Поэтому купила только это. Вот такие дела.
Ну, на этом, друзья, я с вами хочу попрощаться. Я очень рада, если вы досмотрели до этого момента, потому что какое-то безразмерно длинное получилось видео. Ну, потому как не вовремя я его выпустила, хотела там подождать, пока я смогу разговаривать и записать мою историю, потому что, ну, вообще просто голоса не было абсолютно. Так что большое вам спасибо за лайки, за комментарии, и увидимся, услышимся в следующем видео. Всем пока-пока. Покажу вам, как намного аккуратнее выглядит с подстриженной травкой. Мой садочек маленький. Вот такая красота. Тра-та-та-та-та-та. Глициния уже опадает, отцветает.